Смотрите, какая жесть. Так вот, ночные приключения продолжаются. Я вот решил ехать не по трассе, а немножко другой дорогой. You need to put this. Yes. Okay. Türkiye güzel paşa. Türkiye. Türkiye? Güzel. Начинается шторм, дует сильный ветер. Нас уносит. В ближайшие 2 дня будем вот в этом катамаране жить. Всем доброе утро. Вот ночевал вчера в таком вот месте. Там какой-то завод. Не знаю, что за завод там. Короче, вот проехал. Сначала по тому берегу думал, там встать, там сильно мусорно. Объехал, там был мост. Вот. Вот местечко. Неплохое, в принципе, место, нормальное. Firefly. Давай. Вот какое-то озеро, проезжаю. Так, пасмурно сегодня. Вообще дождь обещали, но пока нету. Пока только встречный ветер сильный. Ехать капец тяжело. Капец, гора лютая. Глаза боятся, ноги делают в моем случае. Как обычно на горе у меня прокалывается колесо. Проезжал мимо, увидел вот такое место. Решил здесь сегодня заночевать. Как время еще рано, но что-то уже сил вообще нет, что-то ездить, искать. Тут сейчас еще дождь пошел. И сегодня вообще весь день просто встречный ветер и горки. Поэтому решил сегодня здесь заночевать прямо. Вот, и даже диванчик есть. Эти штуки можно подложить под палатку как раз вместо пенки. И здесь даже вон телек есть. Сейчас телек сюда поставлю, на диван упаду. Как дома. Вот так расположился здесь. Здесь у меня стол. Правильно сделал, что я остался в этом месте, потому что там дождь усилился. Там тучи вообще. В общем, повезло мне с этим местом. Там просто какая-то жесть творится. Хорошо, что я под крышей остался. Капец. Охренеть. Смотрите, какая жесть. Чего еще не было в этом путешествии, так как града. Жесть. Как он вообще сюда попал, я не понимаю. Это же вроде крыша здесь. Офигеть, он здоровый. Если честно, я думал, что крышу проломит вообще. Охренеть. Как же хорошо, что я здесь остался. Я вчера говорил, как град сюда попал. Вот он ответ. Через трубу. Ну и так, может, его захлестывало тоже вот из окон. Вчера ночевал, вот здесь подложил эти вот подушки под палатку. Вообще просто как на диване просто спал, вообще кайф. На кровати на какой-то мягкой. Сейчас был зафиксирован новый рекорд скорости. 65,6 километра. С горы с этой летел как сумасшедший. Это было страшно, но кайфово. Ну а дальше я отправился в город Бодрум. Он был не совсем по пути, но я все равно решил заехать, отдохнуть пару дней, купить каремат. Я приехал в него ближе к вечеру, уже начало темнеть, и я первым делом решил отправиться на гору, чтобы посмотреть вид сверху. Город очень красивый, дома все в едином белом стиле. Сначала я хотел отправиться ночевать вот на этот мыс, который в виде плавника кита. Но я не нашел туда спуск и отправился ночевать на ближайший пляж. Ой, красота какая. На пляже просто ночевал. Вот. Это общественный пляж. Мне сказали, здесь можно ставить мужики там наверху.
Поэтому я и поставил, как бы. Вон яхты стоят. Вот такой вот пляжик. Здесь, смотрите, вот такие розетки возле пальм внизу. Но они не работают. Вчера проверял. И солнечная панель, в общем, работает. Вот такой пляж. Здесь, конечно, летом, наверное, движуха. Но сейчас вообще никого. Все закрыто. Как же мне не хотелось никуда ехать в этот день. Но мне все равно нужно было купить новый каремат и найти более уединенное место. Доброе утро. Я уже почти собрался в путь. Сейчас просушиваю палатку. Она здесь вся в этой, во влаге, вот в росе в этой. Отличный день, солнышко. Выдвигаюсь снова в новое приключение. В дорогу с песиком. Я вот решил ехать не по трассе, а немножко другой дорогой. Может, я, конечно, здесь и прикурю с этими горками, но по трассе неохота. Да и тем более по другой дороге немножко проехаться. Там я уже ехал, в эту сторону, когда ехал. Вот такая вот узенькая дорожка. Без машин практически. Намного приятнее, чем по трассе. Тут уже 300 метров высота. Я что-то все поднимаюсь и поднимаюсь. Когда уже спуска будет к морю. Вот сегодня по таким жестким горкам прорываюсь. Осталось 10 км до моря. Вот так вот ночные приключения продолжаются. Начинаются, продолжаются. Еще не мог найти воду долго. В одном там случайно проезжал, какая-то была какая-то кафешка, там мужичок вышел, налил мне воду. Сейчас тут до пляжа осталось уже 2 километра доехать. Всем доброе утро. Вчера вот упал здесь на пляже. Смотрите, какой шикарнейший рассвет. Думал, место так себе оказалось, ничего, нормально. Вчера был вообще на море штиль полный такой. Сейчас волны небольшие. Да красиво, солнце пробивается, такие лучи. Вот так вот. У меня палаточка стоит. Там он кемпинг платный. Но мне платный не нужен. У меня вот свой бесплатный. Сейчас, как обычно, вот тут варю булгур с утреца. Булгур с яйцом, с фасолью. Вот она фасоль. Вчерашний булгур, немножко яиц. Сейчас туда тоже закину. И будет все ништяк. У меня вчера винт вылетел. Болт вылетел большой. С багажника.
По такой дороге, по трясучке где-то вылетел болт, не знаю. Надо сейчас в какой-нибудь велосипедный магазин залететь, ближайший, купить болт. Это не вариант так ехать. Он вроде держится, но хрен его знает, может отвалится когда-нибудь. Сейчас еще одного чувачка встретил, велосипедиста, путешественника из Франции. Наоборот, в ту сторону едет, Бодрум, Измир. Говорит, дальше идет классная дорога. Она уже сейчас классная. Сейчас вот заезжал в городок, хотел найти болт для багажника, но здесь мне сказали, вообще нету велосипедных магазинов. Я буду сейчас что-нибудь придумывать, импровизировать как-нибудь. Может, просто какой-нибудь любой вообще болт туда попробовать вкрутить. Потому что на 3 болтах держится, конечно, но рано или поздно что-нибудь там еще отвалится. Поэтому надо что-нибудь придумывать. Так прикольно, между скал расположен городок. Интересно. Смотрите, вообще, что за красота. Такие скалы массивные. Местные жители вот на тракторах на таких гоняют здесь. Прикольные аппараты. Вот эти вот деревья, это все оливки. Их просто столько на пути, вообще огромное количество растет. О, горочка очередная. Ну, ничего, нормально. Сейчас поднимусь, потом будет спуск к морю. Фу. 400 метров высота. Поднялся вот. Такое пристанище. Фу. Блин, класс вообще, машин нет. Тишина такая. Просто супер. Посреди дороги может быть. Оп. Еще силы есть. Сейчас будет долгий спуск. Yeah. Yes, a little. Просили помочь. Какие-то мешки загрузить или что? Merhaba, merhaba, hello. Ah, you need to put this. Yes. Okay. Anneciğim şey nerede? Tara nerede? Tara balkonun altında kaldı. O da One nerede? minute please. Okay, okay. Okay. İngiliz, Yeah, a little English. İngiliz, Yeah. İngiltere, İtalya, No, Russian or English. English. Yes, yes. Ben Özlem. Ah, Özlem. Özlem. My name Pasha. Efendim? Paşa. Pasha. Yeah. Paşa. Paşa. Yes, yes. Оливки. Попросили помочь вот, загрузить мешки, в общем, пикап. Мешки с оливками. Вот так вот сейчас буду помогать. Большие оливки такие. Berdekine bak. Sertleri böyle koyayım. Evet, altına sertleri koydum. Show me. Şambi. Sertleri altına koyacağız çocuğum. Просто. Allah'ımız bize bunu yolladı. Allah'ım. Ah. Yep. Ага. Ah, it's okay. Türkiye güzel paşa. Türkiye.
Türkiye? Güzel. Güzel. Şimdi Çok Ukrayna güzel. bu biraz. Yeah, yeah. Rusya, Ukrayna, Berber. What it's called? Just clean. Ah, clean. Olive is clean. Bunlar için. А, Okey. так вот чистит. В общем, Paşa, erkek berber. erkek yes, Erkek. erkek yeah. Kişi ne kadar diye. Çuval aşağıdan yerler. Paşa, problem. Aha, problem. Problem. Tired. Yes. Ağır tired. şartlar, evet. Şimdi paşa fabrikaya. Very hard. Fabrikaya gidecek. This is very hard. Yağ Yes. olmaya fabrikaya. Hard work. Все, в общем, помог там людям с оливками, загрузили эти мешки. Сейчас я уже стемнело, в общем, ну почти стемнело. Начался дождь. И я пытаюсь найти место, какую-нибудь честную ночевку. Под крышей, наверное, не получится, жалко. Придется где-нибудь вот здесь на пляже сейчас разбивать лагерь. Кстати, смотрите, сколько мне дали этих мандаринов, апельсинов, тут целый вообще мешок. То, что я помог, вот когда оливки грузил, вот дали вообще просто, я не знаю, здесь сколько, килограмма 4, наверное, апельсины, мандарины. Такое вот доброе утро. Вот ночевал вот здесь, под навесом таким. Никто меня не выгнал, все хорошо. Здесь никто не живет в домиках. Только вот в этом доме там женщина что-то ходила. В общем, нормально, переночевал. Никто ничего не сказал. Вот такие дела. Сегодня, походу, ехать вообще не вариант. Сегодня все небо вот такое вот показано. Дождь целый день. Буду смотреть по ситуации, но вот там красиво. Такой вот у меня вид роскошный из палатки. Скалы. Офигенские скалы. В общем, сегодня такой день, типа отдыха тоже. Не вариант ехать, дождь целый день показан. Сейчас немножко затих, но он так то идет, то затихает, то потом опять сильно идет. Походу сегодня придется переждать здесь и завтра уже показывать солнце. Вот. А потом опять дожди 6 дней подряд. В общем, не знаю, как там добираться потихоньку. У меня есть целый мешок мандаринов и апельсинов, как бы. Поэтому, если что, не пропаду. Сейчас я пообщался здесь, в этом домике. Живут очень старые дедушка с бабушкой. И они мне дали опять, вот смотрите, 3 апельсина. У них они вообще вон везде валяются просто. И налил водички у них. А так-то здесь хорошо, классно так, тихо. Прекрасные скалы. Даже пожил бы здесь какое-то время. В такой деревушке, там вон печка топится. Я вот думаю, что же скушать. На обед апельсин, на ужин мандарин, на завтрак тоже апельсин. Просто прекрасное место. Я бы здесь пожил реально какое-то время. Никакой суеты, вообще ничего, никакой спешки никуда. Все размеренно, так, как и должно быть. В общем, сейчас прогулялся по деревне и вот нарулил яйца. То у меня только булгур остался. Уже все съел. Вот яички. За 40 лир, в общем, купил. И можно вообще ничего не покупать. Сейчас еще вот хлеба намутил здесь. У людей тоже вот добрых. Всем доброе утро, новый день. Сегодня хорошая погода, без дождя. Я уже почти собрался. Буду выезжать уже отсюда в сторону Фетхие. Сегодня хочу
максимально близко подъехать к Фетхие, до него 120 километров. Дорога в тот день была очень хорошая, почти все время прямая и пара подъемов. Я с легкостью проехал около 100 километров и заночевал на очередном пляже. Туманчик небольшой. Как же классно, когда вот ты приезжаешь вечером и не знаешь, что скрывается от твоего взора. Просыпаешься и бам, такая вот красота. Вот моя палаточка. Вечером, ночью дождь шел, такое все мокрое. Там вон какой-то пруд какой-то. Сейчас буду пытаться костер разжечь. Хоть и все мокрое, но попытаюсь. Ну, прекрасное место. Просто супер. А на утро, как вы думаете, кто меня догнал? Оба-паха! Всеми любимый Паха. Здесь он. Тёма ехал почти всю ночь, проехал около 170 километров и ближе к утру доехал до меня. И дальше мы вместе отправились в город Фетхие, где нас ждал еще один велопутешественник Серега Волков, который ранее доехал в Турцию из России через Грузию и сейчас пока временно живет и присматривает за катамараном. Кстати, Серега уже отправился в новое велопутешествие, можете подписаться на его телеграм-канал. И вот сейчас мы едем на катамаран к одному тоже путешественнику, велопутешественнику, здесь уже давно живет. Серега двигается вот на таком вот МТБшном. Формат, да, это тоже? Формат, да. Формат. Он у меня уже вот тут вот раза 4 вареный. Вот вареный. Тоже 2 раза, по-моему. Это алюминий? Это же... Да, алюмишка. ну Вот вот. он варится, да. Вот, ну. Вот это я уже в Турции один раз заварил. Там уже пошла опять трещинка. Хуйня держится. Ему он с 2016 года. Я на нем проехал уже около 50 тысяч километров. Нормально вообще. В общем, вот Серега тоже велопутешественник. Доехал из России, из Белгорода, да, ты выехал, получается? Да. До Турции через Грузию. В прошлом году, да, получается? Да. Ага. Ну, и планирую дальше, но пока вот Ну да. Денег ищу, зарабатываю. Да. В ближайшие 2 дня будем вот в этом катамаране жить. Сейчас будем переправляться на резиновой лодочке. Все, загрузились на тузик, готовые к переправке на катамаран. Пацаны, Два дня будем проживать в Волково. Такая вот здесь каюта. А там А гальюм такая же, да, называется. только там вместо... А вот здесь вот гальюм. Вот так выглядит здесь. Туалет. Это умывальник. Вот так здесь. Нажимаешь сюда, и вода льется. Здесь еще пространство. Здесь так-то сколько много. Каюта еще одна. Классно вообще. До этого никогда вообще не ночевал в таких местах. Вот здесь. Вот так вот выглядит каюта. Здесь побольше. В этой стороне сзади получается побольше. Здесь поуже. Здесь вот камбуз, кухня, газ, все есть. Так вот, раковина, окошечко небольшое. В общем, все есть, быт налажен, как бы можно жить. Вау! Это что, булгур, что ли? Или рис? А, рис. Красота. Рис с печенкой и сердечками. And one more time, да? А куда его положить? Тарелочки еще. А, мы еще с тарелочками. Ну да, полосли порезать. Вот, ребят, такая каютка небольшая. Но это определенно интересный опыт, пожить в таком месте. Вот здесь залез в спальник. Подушка здесь есть. Вот она. Подложил пенку еще. Вот так шикарно. До этого вообще ни разу не ночевал ни на каких там, ни на яхтах, ни на кораблях. На катамаране вот впервые. Вот так вот. Все шикарно.
Там вон еще каюта. Там спит Слава, друг Сереги. Доброе утро. На улице дождик. Смотри, сейчас контент. Фирменный капучино от Волкова. В походных условиях пенку взбиваю. Не видел на видос? Как я смастерился. Сбивает реально, да? Да, сейчас какую-то чашку дают. Там над мусоркой снимаем. Сейчас буду выливать. Наш подсек. Переходи за веревку. Аккуратненько. Все, порыва нет, пока порыва нет. Надеюсь, не сильно напряг тебя. А? Надеюсь, не сильно напряг. Не. Что это? Ну, Слава, кипишу. Опа. В общем, попросил Серегу меня переправить, чтобы я смог прогуляться немножко здесь, посмотреть, а то сидеть скучно на одном месте. Сейчас поехал вокруг полуострова объехать, посмотреть вид сверху. Тут подъемчик 10%. Налегке вообще кайф. Ха, без сумок. Вот такой вот уютной бухте. Где-то вон там стоит катамаран. Красотища. Объехал вокруг полуострова, спустился уже вниз с Хетхие. Вон прибыл. Сейчас будем переправляться к Сереге на катамаран. Вон Серега сейчас приплывет ко мне. Начинается шторм, дует сильный ветер. Мы пытаемся попасть на катамаран. Нас уносит. Может в открытое море унести. Так, цепляйся за канат. Вот эта конструкция вообще. Гениальная конструкция. Это разработки Сколково. Ага. Сейчас, погоди.